В этом видео мы специально использовали только заявления Путина, его сторонников и подконтрольных ему СМИ, расположив новости в хронологическом порядке. Путинские СМИ систематически сообщали о том, что террористы сбивают самолеты и вертолеты. Под Славянском ополченцы сбили боевой вертолет украинской армии. Погибли 12 человек. Информацию подтвердили представители сил самообороны Славянска. В Луганске ополченцы сбили тяжелый транспортный самолет. Это все, что осталось от транспортного Ил-76 украинских ВВС. 40 десантников и 9 членов экипажа, находившихся на борту, погибли. Нам действительно подтвердили в штабе ополчения, что Ан-26 был сбит. На борту могли находиться 20 человек. За сегодня это уже вторая потеря украинских ВВС. Ополченцы сбили еще и штурмовик Су-25. 17 июля террорист Гиркин заявил в социальных сетях, что боевиками в районе Тореза сбит самолет Ан-26. Позже об этом сообщили государственные информагентства ИТАР-ТАСС, РИА Новости и пропутинские телеканалы ТВЦ и Life News. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. И Гиркин, и все путинские СМИ называют место и время падения самолета Ан-26, которые точно совпадают с местом и временем катастрофы малазийского Боинга. Незадолго до крушения самолета путинские СМИ проинформировали читателей, что у боевиков Донбасса появились комплексы БУК. Потом это подтвердил путинский пропагандист Кургинян. С большой радостью я узнал, что героические ополченцы сумели захватить одну из установок украинских БУК. Правда, она оказалась радиолокационно разрушена существенно. Но наши талантливые, а часто гениальные электронщики, конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Захваченную у украинских бандитов, бандеровцев, установку БУК. Уже после катастрофы один из лидеров боевиков заявил, что у сепаратистов был БУК. Я знал, что БУК шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что БУК со стороны Луганска идет под флагом ЛНР. Об этом я узнал как раз в момент, когда я узнал о том, что состоялась трагедия. Скорее всего, вернули для того, чтобы просто убрать доказательства присутствия. Вскоре после теракта Первый канал озвучил версию Генштаба, по которой Боинг был сбит украинским штурмовиком Су-25. Эту нелепую гипотезу опроверг эксперт на другом российском канале. Очевидцы в нашем эфире заявляли, что якобы за лайнером летел самолет... Су-25. Да. Су-25 – это штурмовик. Идеология этой машины – это работа по земле. Это непосредственная поддержка войск на поле боя. Сбивать самолет на высоте 11 тысяч Су-25, ну это просто, несерьезно. То есть, на мой взгляд, это несостоятельно. Более того, я бы хотел просто посмотреть вот на тех очевидцев, которые с земли, самолет размером 15-20 метров, который на высоте 11 тысяч, и они безошибочно определяют его марку. Косвенно вину террористов за сбитый Боинг признал представитель России в ООН Чуркин. The people from the east were saying that they shot down a military jet. So if they shot down a military jet, there was confusion. If there was confusion, it was not an act of terrorism. Сегодня в небе над Украиной произошло ужасное событие, страшная трагедия. Погиб гражданский самолет. Это абсолютно недопустимая вещь. И никто не имеет права пройти мимо этого